Всем привет! Сегодня расскажу, как приготовить вкусный чизкейк Орео с бананами без выпечки. Готовится он просто и быстро. Для основы чизкейка я буду использовать печенье Орео. Здесь 350 грамм. Печенье нужно будет измельчить в крошку. В измельченную крошку добавляю 150 грамм сливочного масла. Все хорошенько перемешиваю. Десерт буду собирать в прямоугольной форме. Длина формы 24 сантиметра, ширина 20. Бока формы выстелила пищевой пленкой. На дно выкладываю основу. Печенье нужно будет равномерно распределить по всей форме. Основу торта отправляю в холодильник для застывания. Основа торта застывает, приготовим крема. Крема будут на основе желатина. В миске 18 грамм желатина. Заливаю 100 миллилитров холодной воды. Все хорошенько перемешиваю. Отставляю в сторонку. Во вторую мисочку добавляю 9 грамм желатина и заливаю 50 миллилитрами воды. Все хорошенько перемешиваю. Желатинчику нужно будет дать разбухнуть. Для крема понадобится 500 грамм охлажденных сливок. Сливки нужно будет взбить до загустения. К взбитым сливкам добавляю 400 грамм маскарпоне. Получается вот такая плотная воздушная масса. В кастрюльку отправляю 3 банана, 100 грамм сливочного масла, сок одного крупного лимона, щепотку соли, 4 яйца. Яично-банановую смесь нужно будет измельчить с помощью блендера. В банановое пюре добавляю пакетик ванильного сахара и 200 грамм сахара. Все хорошо еще раз пробиваю блендером. Банановый крем ставлю на плиту. Крем при постоянном помешивании довожу до кипения. Крем начинает потихоньку закипать. После закипания провариваю около 2 минут и отключаю плиту. Приготовленный крем нужно будет хорошенько остудить. По мере остывания крема буду его периодически помешивать, чтобы сверху не образовалась корочка. Остуженный банановый крем небольшими порциями перекладываю в сливочный крем и взбиваю с помощью венчика. Можно использовать миксер.
Крем долго взбивать не нужно, по консистенции он получается как густая манная каша. Легко сползает с венчика. Крем очень ароматный, приятная текстура, цвет. В кастрюльку с толстым дном добавляю 150 грамм сливок, 18 грамм разбухшего желатина, ставлю на плиту и нагреваю до 50 градусов. Желатиновая смесь должна быть теплой, нагревать ее не нужно до горячего состояния, иначе желатин потеряет все свои свойства. Распущенному желатину добавлю небольшое количество крема. Все хорошо перемешиваю с помощью венчика. Тонкой струйкой вливаю в крем и все хорошенько перемешиваю. На застывшую песочную основу выливаю половину приготовленного крема. Поверх крема выкладываю кусочки орео. Здесь 50 грамм печенья. Выливаю оставшуюся половину крема. Чизкейк отправляю в холодильник приблизительно на 2 часа. Крем должен хорошенько застыть. Поверх охлажденного чизкейка выкладываю кусочки бананов. Верх пирога буду заливать апельсиновым желе. В кастрюльку с толстым дном отправляю разбухший желатин. Желатин нужно будет распустить. Слегка подогретый желатин добавляю небольшое количество апельсинового сока. Все хорошо перемешиваю и вливаю оставшийся сок. Апельсиновое желе равномерно распределяю по всей поверхности чизкейка. Приготовленный чизкейк отправляю в холодильник до полного застывания. Вот что у нас получилось. И давайте теперь посмотрим, как чизкейк выглядит в разрезе.
Чизкейк хорошо держит форму, получается стабильный, с нежным бананово-сливочным вкусом суфле и ароматом апельсинового желе, которое просто отлично сочетается в этом десерте. Этот чизкейк настоящая находка в категории «очень вкусно». Непременно попробуйте приготовить. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.